Привет, друзья, это очередной выпуск проверки легенд GTA San Andreas. Пока идет работа над следующей частью о культе, я решил проверить еще одну легенду, касающуюся этой части GTA. Тем более давненько мы к ней не возвращались, так что думаю, самое время. Сегодняшний миф касается создателя башен Джефферсона. Но прежде чем мы перейдем именно к игровому мифу, начнем с предыстории. Что же это за башни и кто их построил? Башни Джефферсона – это башни, построенные из материалов с использованием битой кафельной плитки, посуды, бутылок, а также ракушек. Представляют собой набор взаимосвязанных структур. Несмотря на название, находятся в районе Восточный Лос-Сантос. Башни Джефферсона являются одним из немногих архитектурных памятников и туристических достопримечательностей. На самом деле эти башни есть и в реальной жизни. Это башни Уотс. Поэтому давайте перейдем к ним, а самое главное к их создателю. Башни Уотс, казалось бы, совершенно не вписываются в атмосферу Лос-Анджелеса, но это не помешало им стать одной из самых необычных достопримечательностей города. Этот скульптурный шедевр состоит из 17 башенок высотой до 30 метров. Башни Уотс — это настоящий памятник одинокому человеку. Безумно скучающий Саймон Радиа возводил эти сооружения на протяжении 33 лет, с 1921 по 1954 год. Причем делал их он из металлолома, пластмассы, морских раковин, разбитого фарфора, пустых стеклянных бутылок и другого мусора. Расположены эти башни в одноименном районе Лос-Анджелеса. Это 17 строений, высота которых достигает 30 метров. Они были возведены спонтанно, так как их творец не имел и малейшего понятия о строительстве. Но несмотря ни на что, башня украшает город и по сей день. Началось все с развода Саймона. После ухода любимой жены от него отвернулась вся семья. Причем ему даже нельзя было видеть собственных детей. Поэтому строительство башен стало смыслом его жизни. Башни Уотс — это хитросплетенная конструкция, состоящая из арматуры и стальных труб. Все сооружение украшено кусочками разноцветного фарфора, плиткой и стеклом. Во время Второй мировой войны некоторые думали, что это не просто башни, а антенны, передающие очень важную информацию правительству Японии. Окружающие слишком настырно допекали Саймона, поэтому он был вынужден уехать из города и оставить конструкцию неоконченной. Сегодня башня Уотс — это уже не непонятное произведение одиночки, а один из символов Лос-Анджелеса, который с 1990 года причислен к национальному историческому памятнику. Вот как-то так. А теперь вернемся к игре. В GTA San Andreas же их прототипом, как я уже говорил ранее, является башня Джефферсона. Так вот, игроки утверждают, что в игре можно увидеть, как ночью некий прохожий ходит мимо них, останавливается там и так далее. Геймеры считают, что это отсылка к тому самому Саймону, который их строил, что он до сих пор приходит и достраивает их. Вот такая легенда. Ни призраков, ни монстров, но тоже достаточно любопытная. Поэтому давайте сразу туда отправимся. И вот это место. Блин, как же я давно здесь не был. Эх, родная Сан-Андреас. Именно в этом и близлежащих районах проходили начальные миссии. Это было лет 12 назад, да, или сколько? Кошмар. Такая ностальгия прям нахлынула. Тоже было лето, каникулы, листочек с счетами. Ну да ладно, хватит ностальгировать. Просто я, разумеется, заходил в Сан-Андреас для других роликов, но все съемки проходили в других городах, а вот именно сюда я уже 100 лет не возвращался. Ну ладно, окей, вернемся к нашему мифу. Собственно, где-то здесь мы должны заметить нашего героя. Давайте подождем и более детально все осмотрим. Насколько я заметил, то прохожие вообще сюда не заходят. Соответственно, логично, что если игроки видят здесь кого-то, то это сразу привлекает внимание. Место очень известное, но я никогда не обращал внимания на то, подходит ли кто-то к этим статуям или нет. Поэтому давайте еще немножко подождем, может что и увидим.
Не знаю, я никакого Саймона не заметил. Может, конечно, и пропустил, но в любом случае я уверен, что в комментариях вы на это укажете. А мы тем временем, чтобы более детально все проверить и убедиться, что точно никого здесь нет, включим камеру, оставим ровно ее на сутки и затем уже посмотрим, что из этого выйдет. Разумеется, для вас я включу быструю перемотку. Ну вот как-то так. Я лично никого не заметил. А вы? Ладно, давайте перейдем к подведению итогов, и там уже все подробно обсудим. На самом деле, легенда вполне себе интересная. Это не призрак, не монстр, а просто небольшая отсылка. Либо это мог бы быть просто обычный баг с координатами, как у фотографов-самоубийца, незапланированная пасхалка. Тем более я думаю, что если была бы такая пасхалка, то она была бы куда более раскрученная, ибо Сан-Андреас уже изучена вдоль и поперек. Но на деле я ничего такого не нашел. Тем более на момент игры, а это 92 год, Саймон давно уже умер. Тогда, возможно, логичнее было бы искать его призрак. Кстати, насчет призрака. Есть такая легенда, но уже в GTA 5. Там, кстати, тоже есть такие же самые башни. И вполне возможно, что миф зародился именно там, а уже затем перешел в Сан-Андреас. И это мы обязательно как-то проверим, но уже в другой раз. Также не забудьте посмотреть другие выпуски этого проекта. А на этом на сегодня все. До скорого.